Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня два актуальных вопроса по посадке чеснока, озимого чеснока. Первый вопрос, возмутительное сообщение, комментарий и в личном сообщении у меня в соцсетях есть такое вот возмущение. Как вы могли посоветовать высаживать в своем агрогороскопе, высаживать чеснок в дни льва? Это бесплодный знак. Ну вот я вам сейчас показываю чеснок. Я всегда все проверяю на примерах, на опыте и затем уже предлагаю вам. Вот по прошлому году, 21 год, вот смотрите, из вот этих семян были посеяны вот эти семена, выросли у меня вот такие маленькие, разного размера, маленькие чесночины, луковички чеснока. И вот эти маленькие луковички я высадила в декабре во льве. И это было время, как раз глубокая убывающая луна. И нынче, кстати, тоже 4-я фаза луны. И это прекрасное время для корнеплодных. И что мы получили? А мы вот получили из самых крупных, вот таких, мы получили вот такие чесночки. Ну вот сейчас мы их, просто я вместе с, вот так вот, со спичечным коробком установлю. Вот. Вот такие чесночины. Из крупных. Ну и чем меньше луковичка, однолетняя, тем, естественно, чуть-чуть меньше чеснок. Но вот смотрите, этот чеснок у меня хранится великолепно. Я его обожаю в том плане, что да, он не крупный, растет там прямо такие большие крупные, но он хорошо хранится. Это самая главная задача — сохранить. Не вырастить, не выгнать самые там огромные луковицы чеснока, а вырастить хороший урожай, который, во-первых, и в еде использовать очень удобно, потому что небольшие все-таки зубчики, а во-вторых, этот чеснок хорошо лежит. Это самое главное. Вот эти чесночины прекрасные. Кстати, я специально вот такие чесночины, это семенной все-таки чеснок уже, буду готовить, выберу самые крупные и буду высаживать. Это сорт Любаша. Сорт, который нам очень понравился. И вот мы его разводим и высаживаем. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь, 4-я фаза во льве, лев покровительствует чесноку и луку. Он обожает овощи такие вот крепенькие, которые лечат нас. Это у нас лук и чеснок. Очень хороший как раз овощ для нашего здоровья. Ну и вот он дает нам вот такой результат. Это что касается вопроса по поводу посадки на убывающей луне, а особенно в 4-й фазе в октябре месяце посадки озимого чеснока в знаке лев. И второй важный вопрос, вернее много вопросов, что делать? Посадили, поспешили высадить лук, озимый лук и чеснок в сентябре, а вот он такой уже зеленый. И у меня вот есть тоже, я обязательно высаживаю в разные периоды, чтобы видеть результат. Это тоже сентябрьская так называемая посадка, влажная земля. Вот смотрите. А сегодня я снимаю видео 15 октября 2022 года. Ну и что делать с таким чесноком? У нас был такой год, когда мы имели вот такой чеснок. Посадили, это было несколько лет назад, посадили в сентябре. И к уборке урожая у нас 15% осталось чеснока. И он был очень мелкий и болезненный. Остальной чеснок, тогда зима была холодная, и не было снега, и тот чеснок остальной погиб. Поэтому что делать? Нужно повторно высаживать, всегда делить семена, разные периоды, если вы видите, что меняется сейчас погода, и нужно изучать погоду своего региона. В вашем регионе, климатической зоне, одни будут климатические условия, но везде и всюду сейчас меняется погода, и смещение на месяц идет. И мы вот собираемся высаживать только в ноябре месяце. И температура почвы должна быть не выше плюс 10 градусов, а лучше ниже. Особенно хорошо, когда первые какие-то заморозки уже прошли, чтобы почва была теплой. А у нас, смотрите, почва, растет горох. И не только здесь. Это поздний посев, а вот этот ранний посев.
Он еще и собирается цвести, не знаю, как получится, но смотрите, и чеснок растет. 15 октября. Даже в октябре еще опасно высаживать чеснок, тем более, что до 28 октября Юпитер будет находиться в знаке Овен, причем это ретроградное состояние, и температуры будут, да и другие планеты тоже дают нам теплую погоду сравнительно. И поэтому спешить с посадкой мы не будем. Я снова же говорю, не призываю никого, я говорю о том, что я собираюсь сделать. А мы собираемся высаживать чеснок в ноябре месяце, как и в прошлом году. И, естественно, частично еще и в декабре что-то будем высаживать, как мы в прошлом году сделали ноябрь и декабрь. И получили хороший урожай. И в ноябре был это козерог после сожженного пути полнолуния. И в декабре использовали также лев. И получили тоже хороший урожай и чеснока зимового, и озимого лука. Вот такая важная тема. Мы подготовили ответ на ваши вопросы, рассказали, почему мы еще не высаживаем чеснок и лук. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. Видео подготовили, как всегда, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. А вот этот зеленый чеснок мы будем уже сейчас использовать для питания. Пока-пока. Всего доброго вам. Мира и добра. И, естественно, здравия всем.